Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 28 августа, понедельник. Как обычно, пройдемся по различным фронтам нашей войны. Начнем, пожалуй, с американского фронта, потом я прокомментирую последнее интервью президента Зеленского, в котором он затронул ряд важных вопросов, которые взволновали моих украинских зрителей. Потом поговорим немного о внутриполитическом фронте в Мордоре, ситуация, которая окружает Путина. Ну и, наконец, я отвечу на один из вопросов моих зрителей, которые просили прокомментировать меня потенциальное расширение организации под названием БРИКС и что это сулит всему остальному миру, ну, в частности, нам. Главным образом, бывших граждан бывшего Советского Союза, которые сейчас являются гражданами независимых государств. Вообще, я так подумал, мне один из зрителей прислал идею, что, возможно, следует выделить один день в неделю, когда я бы отвечал на ваши вопросы, которые вы мне будете присылать, как обычно, на форум этого канала. Ну, я бы на них отвечал или же, скажем так, в прямом эфире, лайв или же в записи. Я не знаю, еще подумаю над лучшим форматом, выслушаю ваши предложения. Если это представляет для вас интерес, то, наверное, я это сделаю. Наверное, это будет интересно, потому что у вас накапливаются вопросы, вы мне задаете массу одних и тех же или очень близких вопросов по много раз, и я не могу, ну, нет смысла по 20 раз писать одно и то же на форуме, когда это можно сделать, так сказать, лайв в прямом общении. Ну, а пока перейдем к американскому фронту, который, с моей точки зрения, является, ну, он делит первое, второе место с главным фронтом на полях сражений в Украине. Итак, первый суд над Трампом по делу о том, как он пытался воспрепятствовать справедливому и законному проведению президентских выборов, предшествующих президентских выборов в 2020 году. Этот суд назначен на 4 марта 2024 года, что на 2 года быстрее, нежели того добивался Трамп. Ну, его идея понятна. Он надеялся, может, до сих пор надеется быть избранным президентом Соединенных Штатов и каким-то образом все это дело заморозить, положить под ковер или вообще, так сказать, уничтожить его. Нет, придется и достаточно быстро. А за ним последуют еще остальные 3 уголовных дела. Короче говоря, всю избирательную кампанию он проведет в суде. В этой связи был проведен опрос общественного мнения изданием «Политико» по его заказу, организация «Ипсос». Я не знаю, какая-то дурацкая аббревиатура, но это так это звучит. Провела, то есть профессиональная компания провела опрос общественного мнения, который должен вызвать печаль у Трампа. Согласно опросу, большинство американцев считает, что Трамп должен предстать перед судом до выборов 2024 года. Это то, что он всячески стремился избежать. И если его приговорят, то он должен сидеть в тюрьме, а не в овальном кабинете Белого дома. Половина населения страны считает, что Трамп должен попасть в тюрьму, ежели ему вынесут обвинительный приговор по делу о 6 января, о том мятеже, который был организован и имел место 6 января 2020 года. Около половины населения страны или опрошенных считают, что Трамп виновен в тех обвинениях, которые ему выдвинули. То есть суда еще не было, но так народ склоняется к тому, что он виновен. Очень, очень плохой показатель для Трампа. Но еще хуже. Согласно этому опросу, есть значительная вероятность того, что показатели вот эти Трампа, проценты, они в значительной степени ухудшатся. Хотя казалось, что куда дальше. Ну, короче говоря, тот вывод, который я сделал насчет Трампа, несколько видео назад и написал, вынес это в заголовок, Трамп, все, видимо, вероятно, так оно и будет. Все, во всяком случае, все пока идет именно в этом направлении.
И если посмотреть вот его вопросу, сравнивали его позиции, шансы с Байденом, даже если отбросить все вот эти уголовные дела и представить, что вот сейчас вот он и Байден вышли в финал и проходят сейчас выборы, шансы нехорошо, то есть отрицательно относятся к Трампу 58% опрошенных, к Байдену 45%. То есть Байден имеет здесь существенное преимущество. Положительно к Трампу относятся 27%, Джо Байдену 36%. То есть Байден сейчас бы побил бы Трампа. Плохой год для Трампа. Ну, он долго этого добивался. Теперь, поскольку Трамп, судя по всему, все, обращаю на себя внимание на номер 2, номер 3 в когорте претендентов от республиканской партии. После последних дебатов, о которых я вам рассказывал, на второе место вышел индус, выходец из Индии, этнический индеец, Вивек Рамасвами, блестящий бизнесмен, 38 лет, соорудил компанию, которая к 38 годам его имеет капитализацию в 950 миллионов долларов. Сделал это с нуля. Сделал это, получив блестящее образование, причем 2 образования. И биолог, по-моему, он, и юрист. Человек, обладающий незаурядными ораторскими способностями, но вот лично для меня его пример свидетельствует о том, еще раз, вот это то, на чем зиждется мое понимание мира. Одна из таких максимум моего понимания мира, которая заключается в том, что каждый должен заниматься своим делом. И можно быть блестящим бизнесменом, талантливейшим биологом и блестящим юристом, но можно быть полным идиотом или лохом в области внешней политики. Так вот, господин Рамасвами опубликовал статью в журнале «Американский консерватор», где он изложил свое видение внешней политики Соединенных Штатов в случае, если его изберут президентом. Он здесь проанализировал и доктрину Никсона, и доктрину Монро. Он писал о Никсоне, который вот резко изменив, то есть пошел на сближение между США и Китаем, и таким образом, значит, резко изменив взаимоотношения сил на международной арене. И я вам приведу только один пассаж, тот, который касается Украины. Он пишет: «Я соглашусь с российским контролем над оккупированными территориями России, оккупированными территориями, и обязуюсь блокировать вступление Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я прекращу санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, я возвышу Россию в качестве стратегической преграды на пути китайских замыслов в Восточной Азии». Ну вот этот абзац, значит, хотя он и апеллирует к Никсону, я думаю, что если бы Никсон услышал это, он бы в гробу бы перевернулся, не говоря уже о Рейгане. Потому что то, что он тут наговорил, это явный идиотизм. То есть он в обмен на выход России из военного союза с Китаем вот это все натворил бы. Причем он, наверное, не подозревает, что военного союза России с Китаем нет. И об этом говорит и Китай, и это вынуждена признать Россия, потому что Си сказал Пу, что нету никакого союза. У них нет взаимных обязательств, а без этого не может быть никакого союза. То есть на несуществующий, в обмен на несуществующий военный альянс России с Китаем, он готов отдать, он торгует украинскими территориями и торгует вступлением или не вступлением Украины в НАТО. Это идиотизм, безусловно, который подтверждает, что каждый должен заниматься своим делом. И вот такой он самоуверенный малый, он уверен, что он заработал 950 миллионов долларов, и теперь он может все. И вот не дай бог представить вот этого идиота в качестве президента страны. То есть он по своей, не зря во время дебатов он сказал, что считает Трампа величайшим или один из самых величайших президентов за последнее столетие.
То есть я это услышал, я все понял. То есть во внешней политике это полный идиот. Это угроза национальной безопасности США и всему миру, такая же, как и Трамп. Но для России это подарок просто. То есть вот смотрите ситуацию. Если бы мне сказали: Юрий Борисович, мы вам дадим $1 миллиард за то, чтобы вы не вступали в военно-политический союз со созвездием Альфа Центавры или вышли из оного. Я бы, конечно, согласился, потому что я не состою ни в каком союзе военном со созвездием Альфа Центавры. То же самое Путин. Он однозначно пообещает выйти из этого союза потом когда-то, тем более, что в нем не присутствует, в обмен на контроль над оккупированными территориями, гарантии Рамасвами о том, что Украина не вступит в НАТО и прочее белиберду. То есть вот этот полезный идиот. Ну, не скажешь, что он дурак. Это вот идиотизм, он проявляется в том, что человек занялся не тем, чем его обучили и в чем он является профессионалом. Но это надо помнить, понимаете, я не зря это подчеркиваю, потому что, с моей точки зрения, качество вот этого управления, когда государствами начинают руководить те, которые... Вся их предшествующая, никак их к этому не готовили. Это трагедия. Вот эту трагедию мы сейчас переживаем, в частности, в Украине. Дай бог, чтобы этого никогда не повторилось больше. Интервью президента Зеленского. Но надо сказать, что в отличие от многих других своей команды, он-то растет над собой. Это один президент Зеленский был до войны, сейчас это другой президент, но... Он остается неизменным в одном. Он не контролирует свое окружение, которое давно пора, оно должно было давно быть уволено, самое одиозное его лица, и находиться сейчас в тюрьме. Потому что каждый их лишний день пребывания у власти – это трагедия для страны. Так вот, несколько пунктов буквально главных из интервью Владимира Зеленского. Идея его о том, что коррупцию надо приравнять к госизмене. Ну, господа, что я могу сказать? То есть он сказал сейчас. Кто меня регулярно слушает, должен помнить, что я об этом говорю уже месяцы. Месяцы. То ли меня услышали, то ли их там в ОПе Ермака осенило или осеняет с большой задержкой. Но сама идея правильная, потому что коррупция сейчас в Украине – это госизмена, по большому счету. Это саботаж, это непоправимый удар по обороноспособности страны. Это страшный удар по имиджу, престижу страны на международной арене, от чего зависит обороноспособность, потому что от имиджа зависит то, как к тебе относятся нынешние потенциальные союзники, как они тебе будут помогать. И если ты и твои подручные разворовывают эту помощь, то шиш ты получишь больше или столько, сколько ты хотел бы, и таким образом рухнет твоя обороноспособность. Поэтому, безусловно, это деморализует, помимо всего прочего, коррупция деморализует, как мы с вами говорили, личный состав вооруженных сил, патриотов, которые пишут, мне пишут, не понимаю, он находится сейчас на передовой, напишет. Иногда возникает вопрос, за что я здесь сражаюсь, и за что меня могут убить, как убили несколько моих товарищей. Справедливый вопрос. Так вот, да, это нормально, это хорошая идея, но любую идею блестящую можно угробить в процессе исполнения. Так вот, исполнение, что предполагается дальше? Объявили госизменой, а дальше следует передать это дело в ведение СБУ. И вот это ужас, ужас, ужас. Почему? Потому что коррупция – это то, чем занимаются государственные чиновники. Раз. Если там частное лицо дядя Вася взял там какие-то деньги и не отдал дяде Вове, то это не коррупция, то есть они частные лица. А вот когда чиновник берет взятки, вымогает взятки, ворует, вот это коррупция. То есть коррупция – это то, чем занимаются государственные лица. Раз. Второе. Уже всем известно, никому не надо доказывать, что коррупция, рыба гниет с головы. И чем дальше туда к голове, тем она сильнее, наглее, безбрежнее.
Поэтому вот с этой точки зрения мы должны рассматривать, кто с ней должен бороться. СБУ. СБУ – это самый неподходящий для этого дела орган. Почему? Потому что, поскольку коррупция – это то, чем занимаются государственные чиновники, причем на высочайшем уровне, этим должны заниматься органы по максимуму, в максимум возможной степени независимые от государства, не назначаемые прежде всего высшим руководством страны. Потому что ежели СБУ, которая назначается высшим руководством страны, то вот здесь все, и вот на этом и чуть не сказал нехорошее слово. Вот, то есть тут и будет положен конец этой борьбе с коррупцией, потому что посадят своего человека, который будет полностью обязан своей должности и возможности заниматься коррупцией высшему руководству страны, поэтому, естественно, не может быть этим заниматься. Понимаете? Не может пчела воевать с медом и наоборот. Это первая причина. Вторая. СБУ, именно потому, что она занимается, то есть назначается высшим руководством страны, его руководство СБУ, она превратилась, с профессиональной точки, судьба у него так сложилась, что это одна из самых несчастных организаций в системе власти Украины. Да, они осуществляют блестящие диверсионно-разведывательные операции. Это бойцы на рядовом уровне, честь им и слава. Но если посмотреть вот их историю, то это кошмар просто. То есть при Януковиче СБУ превратилась фактически в подразделение ФСБ, вплоть до того, что там была на Владимирской комната в этом здании, компьютерная. Это был центр, так сказать, компьютерной сети организации, в которой работали только представители российского ФСБ. Естественно, они там не под этим, они сидели там под соответствующей крышей, но там работали чистые ФСБшники, и туда сотрудники СБУ даже доступа не имели. То есть, таким образом, они получили всю информацию о агентуре, личном составе СБУ и других спецслужб, в том числе Главного управления разведки. Повторяю, вся полностью информация. И потом, значит, когда уже власть изменилась, был изгнан Янукович, некоторые кадровые сотрудники украинских спецслужб бросались в Мордоре за решетку на основании информации, которая вот была тогда получена. То есть после этого надо было ее закрывать, вешать замок и начинать сначала. Более-менее как-то решили этот вопрос. Но как решили вопрос? Вроде произошла революция, Майдан, Янукович был свергнут. Казалось, все, народ победил, все должно быть очищено. Там лозунги соответствующие произносились на Майдане. Люди победу восприняли с радостью, со слезами радости на глазах. Я тогда был в Киеве. И в это время, значит, приезжает уже новая власть, новая ФСБ, и новый представитель приезжает в Днепропетровск или Днепр, проводит собрание местных крупнейших бизнесменов, которым он сообщает, что отныне вы несете мне. Я посланец центра, и вы несете мне. Эта история просочилась, и о ней писал Бутусов на «Цензоре». Был такой небольшой скандал, как-то его замяли, но это просто вот показывает, что ничего не меняется. Меняются только лица, а функционал, он остается тот же самый. И возьмем сейчас, я вам рассказывал эту историю, обращу ваше внимание еще раз. Последняя, вопиющая уже сейчас ситуация, когда агент ФСБ из конторы ФСБ из Москвы, Сивкович, звонит агенту ФСБ Кулиничу и говорит, что надо назначить такого-то вот человека первым заместителем руководителя СБУ. И я вам рассказывал, что нужно делать для расследования этого. То есть Кулинич сам не может это сделать, он всего-навсего полковник. Назначает, как я понимаю, указ подписывает президент страны, но ему должны кто-то положить на стол представление, подать ему идею, назначьте вот этого, Наумова, вот представление. Из 2 раз вы, дорогие зрители, из 2 раз
догадаетесь, кто этот человек, который может положить такое представление на стол Зеленского. И вот это, я обговорил, вот как только стало известно, что ЦРУ передала СБУ вот эту пленку с телефонным разговором Сивковича и Кулинича, иначе бы сейчас Наумов был бы, работал бы по-прежнему первым заместителем Малюка. А может быть, уже был бы и председателем СБУ. Вы представляете, какой это ужас? Так вот, я вам говорил, что для того, чтобы вскрыть всю... То есть Кулинич не мог выполнить это задание центра московского. Он пошел к своей сети, к другим представителям агентурной сети ФСБ в Киеве, вышел там на основного, который положил на стол это представление. И вот он, этот главный представитель агентурной сети ФСБ в Украине. И я, значит, сказал, что надо вот провести такое расследование. Оно несложно, и сразу будет ясно, кто есть кто. Проходит некоторое время, пару недель назад проявляется утечка из СБУ о том, что следствие как-то так застопорилось. Изначальная информация, это вот эта пленка, переданная ЦРУ, якобы какие-то подозрения вызывает. Ужас какой, подозрения вызывает. И вообще там государственной измены уже нету. Ну так просто, подухарились ребята, вроде там какое-то там денежные дела, там все такое. Короче говоря, идет развал дела, потому что если его расследовать, вы выйдете на главного резидента ФСБ в Киеве. И вы хотите этой организации отдать во власть борьбу с коррупцией. Да, это издевательство просто над вопросом. Это значит, что будут брать за цугундер там какого-нибудь Миколу, Васю, Петю, которые работают там мелкими таможенниками где-то или постовыми милиционерами. Но все остальное будет процветать пышным цветом. Вот что значит, вот мое отношение к этому предложению Владимира Зеленского. Вообще я вам должен сказать, что вот это интервью, то, что он высказал, общее впечатление, что люди в обе Ермака начали задумываться о будущем. Впервые, может быть. Что-то им там сказали из Вашингтона, что-то они там поняли, но они начали суетиться. И вот, значит, вот эта идея, как им побороться еще раз с коррупцией, так, чтобы их это все не затронуло. Затем отношение к безопасности. Что-то они там думают. Наконец-то, это хорошо, это как-то подвижка, что они задумались. Вышли из оцепенения, в котором они находились, считая, что им все сойдет с рук. Не сойдет, не сойдет. Поэтому я вот согласен, некоторые из моих зрителей пишут, что надо бы хорошо, если бы международные партнеры Украины выставили бы жесткий ультиматум. Вы не получите ни цента, если вы протянете вот этот закон, в котором СБУ будет назначено главным по борьбе с коррупцией. Но помимо всего прочего, если даже СБУ будет параллельно заниматься с НАБУ или с какой-то другой организацией, то есть параллельно информация пойдет туда-сюда, следовательно, подозреваемым это станет известно, высокопоставленным, можно будет перекидывать вещественные доказательства туда-сюда, можно их убирать. Короче говоря, все, борьбы с коррупцией не будет однозначно. Я думаю, что правительство Соединенных Штатов должно сказать веское слово, потому что, это просто наглость, я считаю. Вот те, которые сформулировали и вставили в голову Зеленского эту идею, это просто наглецы. Дальше. Вот в чем я вижу изменение ментальности или направления мысли представителей ОП и Ермака. Тут совсем недавно был разговор, мы рассматриваем только вступление в НАТО. Ни шагу назад, никаких альтернативных вариантов не воспринимаем. Теперь речь идет о том, что Украина вроде благосклонно воспринимает идею о предоставлении и гарантии по израильскому варианту. Опять-таки, мы тут на канале, по-моему, были одними из первых, которые рассмотрели этот вопрос месяцы назад. И, в принципе, государство Израиль надежно чувствует свою безопасность, вернее, ощущает себя в этой структуре безопасности. Но для Украины, учитывая коррупцию, прежде всего,
и все остальное, что связано с ней, здесь есть вопросы. Почему? Да потому что в израильском варианте нет пятой статьи или чего-то похожего на пятую статью. Все держится на джентльменском соглашении. Я вам напомню, что первый меморандум американо-израильский на эту тему, а потом, по-моему, каждые 10 лет принимают новый. Последний меморандум на 10 лет до 28 года. Израилю должны, по-моему, 28 миллиардов выплатить в качестве помощи. Так вот, значит, в нем говорится, в этом меморандуме, я буквально цитирую, что Соединенные Штаты будут с особой серьезностью рассматривать угрозы безопасности или суверенитета Израиля со стороны какой-либо мировой державы. Тогда это имелся в виду Советский Союз. И в случае такой угрозы представитель США будет консультироваться. Вот и все. Консультироваться с Израилем. Или окажет иную помощь. Иносказательно. Можно подумать. Иную. Окей. Это может быть самая серьезная помощь. А может быть так, руку пожать, сказать, ну ты давай, держись там и все такое. Сами понимаете, да? И еще самая грозная фраза в этом меморандуме. Если Египет, а это было тогда, значит, главный враг был региональный, это Египет, после очередной войны с Египтом это было, значит, подписывался этот меморандум с тем, чтобы мир заключить между Израилем, в конце концов, и Египтом. Так вот, там говорилось, что если Египет нарушит соглашение о прекращении огня, то Соединенные Штаты предпримут корректирующие действия. И все. То есть вот это самая грозная угроза. Извините за тавтологию. Корректирующие действия. И это работает. Работает это, причем уже в течение нескольких поколений, с 1975 года. Почему это работает? Да потому что, я об этом говорил месяцы назад, когда впервые упомянул это, что для политической элиты Соединенных Штатов Америки, политическая элита Израиля близки. Они близки по духу, по воспитанию, по отношению, по ценностям, по отношению к ценностям, главной из которых в данном случае является отношение к собственной стране, к собственному государству. То есть американцы не воспринимают их как барыг, которые вот дай им 2 миллиарда в год, они разворуют к чертовой матери, купят себе квартиры в Монако или в офшоры это все переведут, они будут это делать для страны. И также их воспринимают и в Европе, то же самое. То есть для того, чтобы израильский вариант работал, а не был бы будапештским, потому что вот эти формулировки, они не намного отличаются от будапештского меморандума. Правда, там никаких корректирующих действий, там одно обязательство – созвать Совет Безопасности и обсудить вопрос. Но если Россия или Китай вето, все, вопрос не принимается, не решается, выполнили свой долг по Будапештскому меморандуму, но вопрос никак не решили. Так вот, значит, чтобы не подписала Украина еще раз второй Будапештский меморандум, нужно менять природу элиты, находящейся во власти. Это должна быть элита, которую примут как свою в Европе, куда стремится Украина, в Соединенных Штатах примут. А для этого это должны быть патриоты своего дела, профессионалы. Там не должно было быть воров и барыг. И вот мы приплыли опять. Значит, сколько идут дебаты уже, страна истекает кровью. Стоит вопрос, быть или не быть Украине как независимому государству. Народ, вооруженные силы все отдают для победы. Кто жизнь, кто донаты дает до последней копейки на экипировку бойцов. А кто в это время переводит миллиарды долларов в офшоры и так далее. Вот какая, господа, ситуация. Вот что имеем мы дело с потенциальным израильским вариантом. Ну и тут Зеленский сказал, что соглашение не сорвется, если в Соединенных Штатах поменяется президент. Или там, в Европе поменяется президент. Может.
поменяться. Вот придет такой Рамасвами и заключит другой договор с Путиным. Поэтому еще раз повторяю, нужно, чтобы к тебе относились как к своему, чтобы тебя уважали, чтобы понимали, что тебе нельзя наврать, и чтобы твою страну также уважали избиратели стран-гарантов, чтобы даже в мысли не появилось, что можно кинуть в любой момент. Да. Ну, теперь кратко, очень кратко по внутриполитической ситуации в России маленький эпизод. Ньюсвик сообщает о том, что неонацистская диверсионно-террористическая организация под названием «Русич», которая воюет в составе фактически вооруженных сил Российской Федерации в западных районах Запорожской области, где-то в районе Работино, они поставили условия Путину о том, что если там их главный основатель, которого арестовали по запросу Украины в Финляндии, если Россия не предпримет усилия для его освобождения, то они снимаются с фронта, уходят. Маленький эпизод. Я хочу обратить внимание только на несколько очень важных вещей. Первое. Ее называют американцы и считают неонацистской. То есть Путин, вся его гнусная пропаганда, кричат о том, что они начали агрессию против Украины для борьбы с неонацизмом, фашизмом. Там, Скоробеев об этом кричит, Соловьиный помет, петушится все об этом. Здесь факт. Мы имеем на международной арене закрепленный факт, и нужно его раскручивать на государственном, на дипломатическом, на пропагандистском уровне. Неонацизм, фашизм – это там, это Мордор, это не Украина. Следующее, значит, соображение. Мы его обсуждали в предыдущем видео о том, что убийство Пригожина, ряд других событий, но последняя соломинка, убийство Пригожина, привели к изоляции Путина. То есть весь тот каркас, который он создавал более 20 лет, в котором он продолжал занимать лидирующие позиции в стране, он начал резко рушиться. Вот это один из них, потому что эта организация, их можно называть, в России их называют турбопатриоты или ультрапатриоты. Это не ультрапатриоты, это нацисты, неонацисты, террористы и диверсанты, которые относятся к ядерному электорату Путина. Их так просто можно назвать ватой просто, или просто долбодятлами, что одно и то же, применительно к нынешнему путинскому режиму. Так вот, это подтверждение того, что процесс идет. И подтверждение еще одному тезису, который мы с вами обсуждали, о том, что ситуация на фронте такая, что в любой момент может это крякнуть. Моральный дух настолько низок, что враг может собрать манатки, даже не собирая их, дернуть с линии фронта. Это может произойти в любой момент. То есть вот в этой, что я вижу в этом ультиматуме. Ну и последний вопрос, который мне задал, попросил прокомментировать один из зрителей из одного из государств Балтии. Решение БРИКС о расширении, которое должно состояться в январе следующего года, что оно нам сулит? Есть ли какая-то опасности в этом деле? Ну, что я вам скажу? Значит, главную скрипку там играет, как мы все знаем, Китай в этой организации. Причем я вот читаю в этой связи оценки китайских экспертов. Они говорят о нынешнем БРИКСе, что это такая сборная солянка, в которой есть две серьезные страны. Это Китай и Индия. Остальные – это, как они говорят, государства экономики. Сейчас, подождите секунду, я найду это блестяще. Экономика корзины. Экономика корзины – это используется для описания стран, которые испытывают серьезные финансовые проблемы. Вот туда же относится к России. Ну и остальные страны, которые еще будут принимать, в принципе, большинство из них относятся к этой же категории.
Значит, какая ситуация на настоящий момент? Вот приняли вроде решение о том, что должны принять туда Аргентину, Саудовскую Аравию, Эмираты, затем Египет, Индонезию, Иран вроде собирается туда принять. Некоторые страны уже, значит, начинают сдавать назад. Ну, первым заговорила Аргентина. Аргентина – страна с неблагополучной экономикой, которая по уши в долгах и которой нужна поддержка международных финансовых институтов, типа Международный банк, Международный валютный фонд. Она там уже погрязла в долгах. И у них выборы президентские в декабре месяце. То есть в январе у них будет другой президент, судя по последним опросам общественного мнения. Вернее, там два кандидата, и оба категорически против вступления в БРИКС. Они говорят, что что нам туда идти? Это организация, которая возглавляет коммунистической державой. Имеется в виду Китай. Ну и второе, там террорист, государство-агрессор присутствует. Это Российская Федерация. Так, а мы как-то с Западом лучше. То есть Аргентина, она туда не рвется, и шансов на то, что она будет туда расширять БРИКС своим присутствием, ну, как-то так стремительно падает с каждым днем. Если так получится, а ее вступление уже анонсировали, то есть если теперь она откажется в январе месяце, это будет удар. Следующее. Бразилия тоже как-то не особо. И не только Бразилия, но и Индия. Вот внутри уже существующих, действующих членов этой организации уже есть оппозиция расширению. Потому что изначально Индия была против расширения, поскольку считала, что те, кто войдут в эту организацию, они будут ближе к Китаю, чем к ней, к Индии. А она хотела играть более важную скрипку в этом оркестре. То есть тут уже есть противоречие между действующими членами, между Китаем и Индией. Борьба за лидерство в этом БРИКСе. И эта борьба за лидерство подсказывает Индии, что лучше не надо все это дело расширять. А Индия, помимо всего прочего, в последнее время начала активно развивать отношения, взяла крен в сторону Запада, Штатов, Австралии, Евросоюза, вошла даже в Квад, организацию, которая сейчас приобрела новое дыхание, которая имеет явную антикитайскую направленность. То есть вот там уже существует со стороны Индии. Бразилия, примерно такая же ситуация. Бразилия не хочет, чтобы за счет новых членов организации укреплялся Китай. Ну и по большому счету, а что такое эта организация? Ведь накануне проведения представители Китая, Российской Федерации, они трясли там цифрами, доказывали, что БРИКС – это более 40% населения земного шара, да, это 30% экономики. И сравнивали. Придумали термин такой, это валовой внутренний продукт по покупательному спросу. Называется это паритет покупательной способности, который, значит, изобрели и из него высчитали, что вот он, этот показатель ВВП, ну, сразу бросается большинству людей сразу внутренний валовой продукт. А по поводу вот этого ППС, паритет покупательной способности, многие просто так как-то не обращают на это внимания. А это вот какая штучка интересная. То есть это валовой внутренний продукт в пересчете на стоимость жизни в этой стране. Ну, грубо говоря, в стране А и в стране Б валовой национальный продукт по $100, гипотетически. Но в стране А бургер стоит $2, а в стране Б он стоит $1. Следовательно, внутренний валовой продукт в пересчете на покупательную способность, паритет покупательной способности в стране Б, он выше. Ну вот и все. То есть, если в Эфиопии в 10 раз меньше валовой национальный продукт, чем, допустим, у Ирана, но
бургер там в 20 раз дешевле, чем у Ирана, следовательно, Эфиопия более процветающая страна, чем Иран. Ну, как-то так вот примерно, понимаете? И серьезные люди говорят, ребята, ну нельзя так считать, нельзя, это так. Это, что говорится, есть правда, есть ложь, а есть статистика. Надо сравнивать по внутреннему валовому продукту, а по внутреннему валовому продукту БРИКС в 2 раза, примерно в 2 раза уступает G7, поэтому ну, нечего здесь рано пока тягаться. Кроме того, значит, страны БРИКС уже, а когда они расширятся, если расширятся, то еще в большей степени это будет сборная солянка, которая экономически мало что до сих пор решила и мало что решит. У нее нет международных крупных финансовых инструментов, таких как Международный банк, затем Международный валютный фонд. А большинство стран туда вот те же африканские страны, они туда рвутся за деньгами. А у Китая это одно единственное пока государство, которое может их предоставить. А у них проблемы у Китая сейчас, очень серьезные проблемы. И будут еще более серьезные проблемы. Поэтому вряд ли там с экономической точки зрения деятельность БРИКС станет реально эффективной. И в целом, анализируя ее состояние и перспективы, большинство серьезных аналитиков сводится к тому, что она существует пока как проект Китая, как проект откусить или оторвать от существующего миропорядка какой-то кусок, в котором Китай будет играть лидирующую роль. И потом расширять его за счет тех, кто туда захочет влезть. Я вам об этом рассказывал еще полгода назад, если не больше. То есть вот таким образом разделить мир на 2 части. Одна – это Запад, это сильная часть. А другая – вот доходяги во главе с Китаем. И там он нужен еще и Путин. Почему другие страны туда лезут? Вот, допустим, та же Саудовская Аравия. И страны другие страны третьего мира. Есть недовольство, как они говорят, диктатом крупных западных государств. Несправедливо, якобы. Недостаточно прислушиваются они к голосу глобального юга. И вот этот БРИКС уже существует. И его расширение еще в большей степени будет представлять собой сборную солянку государств, которые хотят использовать его для самовыражения, для выражения своего недовольства, критики там и так далее. И вот в этом плане, именно в этом плане эта организация нужна Китаю, для того, чтобы вот таким образом строить свою часть мира, где Китай будет играть главную роль. И также это нужно и Российской Федерации. Поэтому если Бразилия и Индия как-то так не особо приветствуют расширение БРИКС, то сторонниками такого расширения является Китай и Россия для того, чтобы использовать, для болтологии это, если хотите. Она может быть вредна, если бы просто так болтали, это бог с ним. Но туда, если дальше попрут туда все государства Африки, там масса недовольных, им всем надо денег. Кто не дает денег, тем они недовольны. Кстати, вот взять Францию. Хороший пример тому, почему не любят Францию в бывших французских колониях. Потому что Франция, если что происходит, посылает туда свой спецназ, который стреляет, там, искореняет смуту, но Франция не дает денег для того, чтобы решить какие-то там экономические вопросы или хотя бы подсластить пилюлю правящему режиму. За это не любят. Китай может давать, Китай может немножко возлюбить. Короче говоря, вредность этой организации, особенно в случае расширения, будет состоять в том, что это будет платформа, в которой Китай, Россия будут настраивать вот эти государства, прежде всего Африки, в какой-то степени в Азии, настраивать против Запада, с тем, чтобы перенести эти ощущения негативные к Западу в ООН. То есть, что они там будут обсуждать и решать в рамках БРИКС, это так, по большому счету, нас не должно и Запад волновать. А вот когда они в ООН начнут по-другому голосовать, не так, как сейчас, 140 чем-то государств, все за Украину, все против Мордора, а
иначе. 140 в поддержку резолюции, скажем, Российской Федерации после того, как Китай и Россия обработают их в рамках БРИКС. Вот это может быть вредно, но до этого очень долгий путь. Может быть, БРИКС этого и не доживет до этого. Тут надо обращать большое внимание, как дальше ситуация будет развиваться, прежде всего в Китае. А в Китае, вот я вам сейчас прочитаю, оценка китайского эксперта, это я вычитал в китайских газетах. В июле потребительский сектор Китая впервые за 2 года впал в состояние дефляции, очень опасное состояние. Мировой спрос на китайскую продукцию ослаб, что привело к падению импорта и экспорта. Миллионы молодых людей не имеют работы. Огромный сектор недвижимости, некогда служивший опорой для экономического бума роста Китая, находится на грани краха. Это так краткое и неполное описание, что сейчас переживает Китай, поэтому хватит ли его для того, чтобы вдохнуть жизнь в БРИКС, это большой вопрос. Вот на этом, господа, позвольте закончить сегодняшнее видео. И, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!